Йоу, привет, друзья! В сегодняшнем видео я вам покажу основные функции такой программы, как Adobe After Effects. Мы начнем знакомство с основными ее функциями, и я вам расскажу немножко про интерфейс, как это все работает. А дальше вы уже можете изучать по конкретным темам, что вас интересует, какие функции вы хотите изучить, уже копать самостоятельно дальше. Кроме того, это видео будет полезно веб-дизайнерам и UI-дизайнерам, потому что я в своей работе сегодня буду ссылаться на такие программы, как Figma и Photoshop. Я буду находить какие-то закономерности и похожести функций, чтобы вам было просто более понятно и более легко воспринимать информацию. Все, о чем я сегодня буду рассказывать, актуально для всех версий Adobe After Effects. Потому что логика и структура практически одинакова. С каждой версии добавляются какие-то новые функции, фишки, но они нам вообще сейчас не нужны, потому что мы разбираем самые-самые основы. Поехали! Итак, вот мы открываем After Effects, и что мы перед собой видим? Вначале у нас есть такое окно «Домой». Оно нам, в принципе, сейчас не нужно, давайте его закроем. Давайте разберем три самых главных панели в After Effects. Первая – это Project Panel. Вот она. Это, грубо говоря, наш склад. Сюда будут попадать все файлы, с которыми мы будем работать, по типу картинки, видео, музыка, какие-нибудь там иконки, еще что-нибудь. Все, что мы захотим добавить в наш проект, будет добавляться сюда. Поэтому я рекомендую сразу вам использовать папки и группировки для того, чтобы все ваши файлы имели какую-то структуру, и вы не запутались в наличии огромного количества видео, картинок и так далее. Следующая панель называется Timeline. Здесь будет происходить вся магия анимации. Именно здесь мы будем добавлять кейфреймы, все анимировать, двигать и так далее. В принципе, Timeline чем-то похож на меню Layers в Photoshop, за исключением того, что здесь есть еще и движение по времени. Кстати, в Photoshop Timeline тоже есть. И следующее по важности окно – это Composition Viewer. Здесь мы сможем просматривать все, что происходит на нашем таймлайне. То есть, грубо говоря, в этом центральном окне мы будем видеть все то, что мы будем экспортировать в итоге в финальное видео. Но дальше вы поймете, что это означает. Итак, для того, чтобы начать любую работу в After Effects, нам нужно создать композицию. Композиция – это что-то по типу артборда в Figma или Sketch. Для того, чтобы создать композицию, вот у нас есть такая небольшая иконка здесь – Create New Composition. Нажимаем на нее. И здесь у нас задаются настройки самой композиции. Все эти настройки можно поменять и позже, но лучше сразу задавать правильные параметры. Значит, давайте Name. Мы назовем Tutorial. И дальше у нас во вкладке Basic мы рассматриваем только Basic вкладку, остальное нам вообще не надо. Мы указываем параметры. Значит, пресеты. Тут есть готовые пресеты. Они все связаны, в принципе, с видео. Поэтому иногда проще вручную вбивать. Я предлагаю оставить все по дефолту 1920 на 1080. Это горизонтальное видео. Дальше нам нужно указать фреймрейт. Фреймрейт я предлагаю оставить 24. Ну, а если у вас будут видеофайлы в проекте, вам нужно уже ориентироваться на фреймрейт самих видеофайлов. И последний параметр, который мы тут задаем, это длина композиции. Здесь у нас сейчас отображается в секундах. Вот, давайте сделаем 10 секунд. Вот так. Нажимаем ОК. Все, наша композиция готова. И сейчас вы видите, у нас уже активен таймлайн, то есть мы можем перемещаться по таймлайну. У нас добавился в Project Panel наша композиция. Вот она. С названием Tutorial. И мы видим, что ничего сейчас в нашей композиции нету в Composition Viewer. Окей. Давайте начнем с чего-то самого простого и зададим бэкграунд. Да, мы должны всегда быть в активной композиции внизу на таймлайне. Идем в Layer, New, Solid. Solid – это простой слой, у которого мы можем задать параметры. То есть ширина, высота. Или же просто Make Comp Size. И у нас все параметры подгонятся под размер нашей композиции. Нажимаем ОК. Вот у нас есть белый фон. Solid — это очень простой фон с заливкой, но в сочетании с масками и разными эффектами он
творит нереальные штуки. После того, как мы создали наш фонд, следующий элемент, который мы изучим сегодня, это Shapes. Это одна из самых крутых штук в After Effects. Шейпы, вы наверняка слышали о шейпах и в Photoshop, и в Figma, и в Sketch, везде есть шейпы. Как создать шейп? У нас здесь вверху есть панель с инструментами. И мы можем выбрать, вот у нас есть прямоугольник, и мы можем выбрать одну из простых фигур для создания шейпа. Давайте возьмем прямоугольник. И нарисуем вот такой прямоугольник. Когда вы рисуете шейпами, будьте внимательны, чтобы у вас не были выделены другие слои на таймлайне. Это очень важно. У всех слоев, которые есть на нашем таймлайне, есть настройки. Чтобы их посмотреть, вот мы возьмем, например, наш background solid. Здесь мы нажимаем на вот такую вот птичку и раскрываем Transform настройки. И здесь мы можем менять размер, прозрачность, крутить. То есть мы можем задавать кучу параметров. Я верну все как есть, нам в принципе сейчас ничего здесь не надо. Но если мы откроем то же самое у Shape, мы увидим, что у нас есть еще вкладка Content, которая уже регулирует настройки самого Shape. И здесь мы видим, например, у нас в контенте есть Rectangle, то есть наш прямоугольник. Мы раскрываем его, и мы видим, у нас есть еще кучу параметров. У нас есть обводка, заливка, трансформация самого шейпа, трансформ настроек всего слоя. У нас есть настройка именно этого прямоугольника. И если мы раскроем вот Rectangle Path, здесь мы можем настраивать сам наш прямоугольник, его размер, делать его больше, меньше. Давайте создадим что-то наподобие кнопки. Подгоним по размеру, сделаем 500 на 100 пикселей. То есть, грубо говоря, у нас есть такая кнопка. Мы можем выделить наш shape и перемещать его по экрану, куда нам нужно. Давайте его поставим где-то по центру. Также, если мы выделим shape, у нас сверху есть две важных настройки. Это Fill и Stroke. Здесь мы можем задавать и убирать настройки заливки и обводки. Если мы нажмем, например, на Fill Options, вот сюда, на эту кнопочку, мы можем убрать заливку. А если мы нажмем на Stroke, мы можем задать заливку. И здесь мы можем указать толщину нашей обводки. Давайте сделаем 10. Вот у нас есть уже что-то похожее на кнопку. Я сейчас не буду проходиться по всем параметрам шейпов и всяких дополнительных штук. Просто знайте, что все контролируется здесь на таймлайне. Чтобы переименовать наш shape, нам достаточно его выделить и нажать Enter, и мы можем вписать название button. Окей. Скрываем все параметры, чтобы у нас было чистенько здесь. У нас есть контур кнопки. Давайте теперь добавим текст к ней. Выбираем Text Tool в панели инструментов. Все работает то же самое, как и в Figma, в Photoshop. Просто нажимаем здесь и пишем, например, button. Выделяем Selection Tool. И мы можем регулировать наш текст. Давайте сделаем его чуть-чуть меньше. Настройки текста у нас происходят справа. Вот у нас появилась панель «Характер». И здесь мы можем задавать параметры нашему шрифту. Все как в Photoshop. Давайте сделаем 55. И цвет давайте сделаем такой же, как у кнопки. Отлично. Давайте мы откроем свойства текстового слоя на таймлайне. И мы видим, что у нас к трансформу, а трансформ есть во всех слоях, добавился еще параметр текст. Если мы нажмем на этот прямоугольник возле Animate, мы увидим параметры, которые мы можем анимировать у текста. Я сейчас не буду проходить по всем параметрам и рассказывать, как это работает, потому что это очень долго, и это дополнительная функция, которая вам сейчас в принципе не нужна. Просто так навскидку, чтобы вы знали, что анимация текста происходит таким вот образом. Окей. У нас есть кнопка, которая у нас просто обводка, у нас есть текст и у нас есть задний фон.
И мы переходим к самому, наверное, увлекательному процессу, это к анимации. Возможно, это то, ради чего вы смотрите это видео. Итак, для того, чтобы нам проанимировать какой-то объект, нам нужно найти свойства, которые мы хотим проанимировать у этого объекта. В этом случае давайте мы возьмем button, нашу кнопку, раскроем ее свойства, и я проанимирую параметры transform, то есть параметр всего слоя. Давайте сделаем самую простую анимацию. Анимацию на увеличение, то есть чтобы наша кнопка как бы увеличилась от 0 до 100. Для того, чтобы это сделать, нам нужно сместиться вперед, где у нас будет конечная точка, где у нас анимация появится на 100%. И возле каждого параметра у нас есть такие как часы. И мы нажимаем на часы возле параметра Scale. И как вы видите, у нас задался первый ключевой кадр. Теперь мы смещаемся назад. И мы можем эти параметры менять. Например, давайте сделаем 0. И теперь вы видите, у нас есть два кадра. Первый и последний. Все супер просто. То же самое мы можем сделать и с другими параметрами. Давайте еще проанимируем opacity. Давайте сделаем так, чтобы у нас на шестом кадре прозрачность была 100%, а на нулевом, в самом начале, 0. И таким образом у нас получается вот такая вот анимация. Кроме того, мы можем проанимировать и position, и все остальные параметры. Таким образом, вы можете проанимировать практически все параметры в After Effects. И у эффектов, и у слоев, и у текстов, и так далее. То есть это основа. То есть просто поймите, как работают кейфреймы. Вам нужно задать два параметра. Начальная анимация и конечная. Кроме того, этих кейфреймов может быть множество. Мы можем перемещаться вперед, увеличивать, еще перемещаться, уменьшать, например. И вот у нас это все заанимировано. Я удалю два последних. Сейчас мы столкнулись с одной проблемкой. Мы не можем так просто взять и уменьшить, например, наш слой, потому что у нас поставится новый ключевой кадр. Для того, чтобы это исправить, я удаляю этот ключевой кадр. Нам нужно переместиться на финальную точку нашу, то есть на второй кейфрейм. И здесь уже задавать параметр, например, 80. Все, наша анимация готова. Следующий важный момент – это плавность нашей анимации. Для того, чтобы сделать анимацию плавной, мы выделяем наши кейфреймы. Можем сразу все, можем по одному, как вам больше нравится. Нажимаем правой кнопкой мыши. Вот у нас есть Keyframe Assistant и вот Easy Ease или горячая клавиша F9. Всегда, когда вы делаете анимацию, используйте Easy Ease. И если мы просмотрим, наша анимация стала намного плавнее. Сейчас я отменю и сравним. Вот такая топорная анимация. И применяем еще раз Easy Ease. Видите, она стала чуть мягче. Мягче появляется и мягче затухает. Я надеюсь, анимация стала как-то более-менее понятна. Но мы еще будем к этому возвращаться на протяжении этого видео. Просто я хочу, чтобы вы поняли основной принцип, как работают кейфреймы. Окей. Теперь давайте мы рассмотрим такой параметр, как маски. Маски в After Effects немного отличаются от масок в Figma или Photoshop. Они здесь намного круче. Итак, есть два типа масок. Первая маска, например, мы выделяем наш задний фон. Мы выбираем Pen Tool или же какую-нибудь из простых форм. Но в данном случае я возьму Pen Tool и нарисую вот такую простую маску. Это называется маска. Мы вырезали объект. Мы можем делать ее более сложной, мы можем вырезать картинки, можем вырезать лица. В общем, можем делать все, что угодно с этими масками. И здесь в параметре слоев у нас появился новый раздел «Маска». Здесь мы можем ее редактировать. То есть мы можем расширять ее, сужать и добавлять мягкости. Второй тип масок нам уже более привычен по Photoshop или Figma, когда мы используем какой-нибудь объект как маску. Давайте для примера я сделаю прямоугольник в районе нашей кнопки. Вот так. И уберу у него обводку. И добавлю
заливку. Заливку можно делать здесь, в принципе, любым цветом, как вам удобно. Давайте раскроем весь функционал нашего таймлайна. Здесь мы можем переключаться между разными настройками. Вот Toggle Switch Emotes. Либо же мы можем их все вывести сразу. Давайте сделаем вот так, чтобы нам было более понятно. Вот у нас включены две функции. Давайте сделаем так, что мы будем использовать вот эту вот область как маску. Для этого мы выбираем наш button, текстовый слой. И здесь у нас параметр TrackMate. Это и есть маски. И здесь мы можем задать параметр. Либо мы используем по альфе, то есть по прозрачности, все, что не прозрачно. В данном случае вот наша кнопка. Она здесь, у нас есть заливка. Все, что за рамками этой заливки, прозрачно. И, соответственно, если мы подвигаем наш слой, видите, он у нас обрезается. Потому что мы используем параметр альфа. Кроме того, мы можем использовать Luma и Luma Inverted и Alpha Inverted. То есть, если Alpha Inverted я включу, то есть вы видите, все, что за рамками нашего шейпа, оно будет видно, а все, что в шейпе, там где у нас заливка, будет не видно. Но мы используем альфа, обычную альфу. LumaMate — это когда мы используем черно-белое изображение. Все, что черное, прозрачное, все, что белое, это наша как маска. Окей, и давайте теперь мы сделаем простую анимацию нашего текстового слоя. Идем на 20 кадре, раскрываем свойства слоя. В данном случае я буду анимировать тоже трансформ. И ставим наш первый кейфрейм по позишену. Смещаемся назад, например, на 5 кадр. И анимируем параметр Y, то есть высоту. Мы опускаемся вниз. Как видите, у нас есть два кейфрейма. Давайте сделаем их Easy F9. Я расширю чуть Preview Area. И нажимаем пробел и смотрим. То есть у нас получилась вот такая простая анимация. Мы использовали в данном случае маску как место, где у нас будет виден текст. И проанимировали сам текст. То есть наш слой двигается. Окей, я надеюсь, с этим более-менее понятно. Тема масок может быть достаточно сложной для понимания, поэтому, возможно, вам нужно будет еще раз пересмотреть именно этот эпизод. Давайте импортируем картинку в наш проект. Для того, чтобы импортировать картинку, мы просто находим подходящее изображение и просто перетаскиваем в наш проект. Можно либо на таймлайн, либо можно в Project Panel. Я обычно перетаскиваю в Project Panel и уже оттуда на сам таймлайн. Вот, как вы видите, наша картинка намного больше, чем наша композиция. Мы можем ее уменьшить. Вот эти все ползунки, все как в Photoshop. То же самое, зажимаем Shift и уменьшаем пропорционально нашу картинку. Ну и вот мы можем подогнать ее под размеры нашей композиции. Я надеюсь, с этим понятно. Вот таким образом мы импортируем все элементы в наш проект, и музыку, и видео, и все остальное. Просто перетаскивайте, и After Effects все делает за вас. И дальше уже размещайте по композиции. Следующая функция, которую я с вами сегодня разберу, это эффекты. Это, конечно, бесконечное множество вариантов, что с этим можно делать. Просто я покажу вам какие-то самые простые эффекты, как их применять на ваши слои. Итак, давайте сделаем легкую цветокоррекцию этого изображения. Для того, чтобы это сделать, мы выбираем наш слой на таймлайне, кликаем на него и идем во вкладку «Эффект». И здесь мы видим множество эффектов. И все эти эффекты есть и блуры, и какие-то дисторшены, и, в общем, кучу всего. То есть чем-то похоже на Photoshop. Я рекомендую вам отдельно изучить, какие эффекты есть в After Effects, посмотреть отдельное видео или же просто почитать гайд, как работают эффекты в After Effects. В нашем случае мы идем в Color Correction и давайте добавим параметр Curve, то есть просто кривые. И чуть-чуть мы откорректируем наше изображение. Сделаем его чуть-чуть поконтрастней. Ну вот что-то типа такого. Вот здесь мы можем включать-выключать эффект.
И мы видим, что наш эффект отлично применился. Второй способ применить эффект. То же самое, выделяем наш слой. И у нас есть справа вкладка «Эффект и пресеты». И здесь мы можем вписать название эффекта, который нам нужен. Например, Tint. Мы сделаем наше изображение черно-белым. Или же мы можем редактировать и сделать его красно-белым. То есть мы редактируем два параметра. Давайте еще раз вспомним, что у нас есть два типа масок. И используем первый тип, который я показал, маска по слою. И вырежем наших героев из изображения. Я пойду на ускорку, чтобы не терять ваше время. Я сейчас делаю это все очень быстро и поверхностно, просто чтобы показать принцип, как это все работает. То есть, в принципе, все то же самое, что если вы пользовались фотошопом, все работает точно так же. И давайте закроем нашу маску. И вот, как вы видите, мы вырезали наш объект. То есть мы сейчас применили маску к этому слою и вырезали объект. Мы можем добавить еще одну маску для таких деталей. Вот, и здесь мы открываем маски, и мы видим, что у нас есть сейчас две маски. Наружная и внутренняя. И здесь мы можем менять параметры нашей маски. В данном случае мы делаем субтракт. То есть мы вырезаем нашу внутреннюю часть. Я сейчас не буду слишком сильно акцентировать на этом внимание. Вы можете самостоятельно поэкспериментировать с масками. Это будет полезно для вас. И теперь мы переходим к последней части, о чем я сегодня хочу вам рассказать. Это использование 3D в After Effects. Давайте сначала немножечко наведем порядок в нашей композиции и поперемещаем наши объекты. Значит, мы берем, смещаем наших героев влево. И теперь выделяем нашу кнопку текст и маску и смещаем вправо. И у нас случается проблемка. Из-за того, что наш текстовый слой уже был проанимирован и у него есть кейфреймы, при перемещении этого слоя у нас добавляются новые кейфреймы. То есть мы, грубо говоря, еще раз его анимируем. Я делаю Ctrl-Z, и для того, чтобы этого избежать, у нас есть такая штука, как Pre-Compose. Для того, чтобы сделать Pre-Compose, мы выделяем наши слои, то есть кнопка, маска и текст. Идем Layer, Pre-Compose. И здесь мы будем делать группировку этого элемента. Назовем его Button. И нажимаем ОК. Теперь у нас, как вы видите, добавилась композиция в наш таймлайн. То есть наши слои стали композицией. Если мы два раза кликнем, попадаем в новую композицию, где происходит вся наша анимация. А в нашей основной композиции Tutorial есть кнопка, которую мы можем легко двигать без каких-либо последствий. И также вы можете увидеть, что слева в панели Project у нас добавилась тоже композиция кнопка Button. Окей, давайте мы переместим нашу кнопку куда-нибудь по композиции вот так. Например, да? Центруем ее. И давайте добавим для красоты этой композиции еще несколько простых шейпов. Добавим несколько круглых шейпов. Я зажимаю Shift, чтобы у нас был ровный. Так, добавляю еще. Первый есть. Давайте за этими ребятами один добавим. Давайте его сделаем синим, чтобы он хорошо контрастировал. Здесь та же логика, что и в Photoshop, иерархия слоев. То, что выше, он перекрывает те, что ниже. Поэтому мы наш круг опускаем вниз. Вот так. Упс. И смещаем наш круг. И давайте добавим еще один для уравновешивания нашей композиции. Все, вот у нас есть три наших шейпа, картинка и кнопка. Итак, давайте мы все параметры скроем, чтобы нам ничего не мешало. Один важный момент. Я у себя уже давно настроил это в After Effects, но я хочу на этом сакцентировать внимание, потому что у вас может чуть-чуть отличаться в процессе работы то, как выглядят anchor point и что это вообще такое. Вот у нас есть, например, этот круглый шейп. Наш anchor point находится не по центру, а в каком-то нижнем правом углу. Чтобы это исправить, мы открываем свойства слоя, переходим в
Transform, и у нас есть Anchor Point. Вот у нас Anchor Point, и вы смещаете таким образом центр нашего объекта. И следующий способ, как это все быстро исправлять, чтобы каждый раз не заходить в свойства трансформа, это использовать Anchor Point Tool. То есть hotkey это Y. Мы выделяем этот инструмент, и таким образом мы можем перемещать наш Anchor Point по объекту. Если вы будете зажимать Ctrl, он у вас будет автоматически стремиться к центру или к плоскостям. Вправо, влево, вниз, вверх. И давайте изучим последний на сегодня такой мощный параметр, который называется 3D. Итак, для того, чтобы сделать 3D, у нас есть такая функция в параметре слоев, как превращение нашего слоя в 3D слой. Для этого мы можем выделить все наши слои и нажать на вот эту вот секцию 3D. И наши слои, как видите, стали трехмерными. Теперь мы можем их двигать по оси Z. Например, мы можем этот круг, чтобы он был впереди. Двигаем его по оси Z. И давайте сделаем его чуть поменьше и сместим по композиции. То же самое мы сделаем и с этим поменьше. Тоже его чуть-чуть вперед. Уменьшаем и размещаем по композиции. И давайте слой, который за ребятами находится, наш круглый, мы его сместим по Z, наоборот, в глубину, вдаль. Но у нас появилась проблема, у нас он конфликтует с нашим бэкграундом. То есть наш бэкграунд ему мешает, наш бэкграунд его закрывает. Для того, чтобы это исправить, давайте мы уберем у нашего бэкграунда трехмерность, чтобы он был двухмерный. Все равно он плоский, и нам это не надо здесь. И теперь наших ребят тоже сместим чуть-чуть вперед по оси Z и тоже чуть-чуть их скомпонуем. Окей, у нас есть глубина, но у нас нету основного. У нас нету камеры, которая будет проходить через эти объекты и создавать этот объем в анимации. Давайте это быстренько исправим. Для того, чтобы создать камеру, мы идем в Layer, New, Камера. Здесь, конечно же, множество настроек. Я вам рекомендую поначалу использовать пресет, например, 24 мм. Без Enable Depth of Field. У нас не будет такого, что объекты, которые находятся ближе, будут размыты и так далее. То есть без глубины. Она нам сейчас не нужна. Нажимаем ОК. И как вы видите, наша композиция немножечко сменилась, потому что у нас некоторые кадры вышли за видимую область камеры. Что с этим делать? Давайте мы откроем параметры камеры. У нас есть, как видите, Camera Options, но нам нужен Transform. То есть мы будем анимировать Transform. И вот у нас есть Position. И все, что нас интересует в данном случае, это Position по X, по глубине, то есть по оси Z. И если мы будем двигать этот параметр, вы видите, что наша композиция сейчас похожа на Parallax эффект. То есть мы двигаемся, и у нас появляются наши объекты. Давайте найдем конечную точку. Например, вот это будет наша конечная точка. И по этой точке мы сейчас выровняем все слои. Снова мы берем наш shape круглый, его уменьшаем. И располагаем по композициям. То же самое и с этим шейпом. То есть он достаточно большой, мы его уменьшаем, смещаем. Вот так. И давайте задний шейп, который за этими ребятами находится, мы его увеличим. Примерно вот так. И вот у нас есть такая композиция. Итак, наша композиция готова, и все, что нам осталось сейчас сделать, это только заанимировать нашу камеру. Для того, чтобы проанимировать нашу камеру, давайте мы откроем ее свойства на таймлайне. И у нас есть вкладка Transform. Она отличается от всех остальных слоев, потому что это камера. Итак, здесь нас интересует Position. То есть мы сейчас будем анимировать параметр Position.
Для начала давайте найдем финальную точку, где у нас лучше всего видно нашу композицию. Это вот, например, здесь. Минус 1500. Давайте сделаем круглую цифру. Так, отлично. Теперь смещаемся, например, на 1 секунду. Вот мы видим на нашем таймлайне 1 секунда. Ставим первый keyframe по позициону. Смещаемся назад. И делаем движение вперед. Например, вот так. И давайте просмотрим нашу анимацию пробелом. Вот, как видите, сейчас все как бы заканчивается очень стопорно. Поэтому мы выделяем 2 кейфрейма и нажимаем F9. Easy Ease применяем. Или же, как вы помните, выделяем 2 кейфрейма, Keyframe Assistance, Easy Ease. И теперь у нас все выглядит мягче. Вот наша анимация. Можем сделать еще плавнее за счет того, что мы сдвинем наши ключевые кадры. У нас будет более мягкое появление, как сейчас. Вот, есть еще вариант работы с графиками, но графики я буду показывать уже в отдельном видеоуроке, поэтому подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Но пока выглядит все достаточно неплохо. Единственное, у нас есть проблемка, у нас наш шейп круглый, он заграждает нам экран. Наша композиция начинается не с чисто белого листа, а с какой-то непонятной штуки. Поэтому мы можем еще проанимировать и position вот этого шейпа. Вот, давайте мы выйдем на позицию нашего кейфрейма второго, чтобы нам просто визуально было более удобно работать. Вот здесь у нас заканчивается анимация. Давайте выделим наш шейп, найдем его. Всегда рекомендую правильно называть слои, потому что сейчас у нас хаос, у нас shape 2, shape 3, shape 1, и мы реально путаемся в этом. Поэтому просто выделяем, кликаем и называем его Circle 01. Я обычно называю как-то так. Сейчас мы находимся на таймлайне финальной точки нашей анимации, поэтому переходим в свойства Transform нашего слоя, нашего шейпа. И давайте проанимируем Position. Ставим первый keyframe здесь. Смещаемся и давайте сдвинем его по оси X. То есть это первое. Как видите, вот X, Y, Z. Вот, и можем немножечко опустить вниз. Опять выделяем наши ключи и нажимаем F9 для смягчения. И вот как у нас это все выглядит. Очень даже неплохо. Теперь, например, мы захотим поменять нашу кнопку, цвет, потому что выглядит она достаточно бледно. Для этого мы 2 раза кликаем на композицию Button. И здесь мы можем уже проводить все настройки с нашей кнопкой. Выделяем обводку. И давайте поменяем цвет на какой-нибудь синий. Вот такой. И то же самое сделаем с текстом. Выделяем текст. Во вкладке Character мы выбираем пипетку и копируем цвет тоже синий. И вот наша кнопка. Так, и еще покажу вам одну штуку классную. Здесь у нас есть такой вот прямоугольничек. И здесь у нас в всплывающем меню есть разные настройки, вспомогающие сетки, сейв-зоны и так далее. Сейчас я выберу Title Action Save. И мы видим, где находится центр нашей композиции. Вот, этого не будет видно в рендере, это чисто нам визуально, чтобы было более понятно. Также здесь есть grids. Также мы можем использовать гайды, как в фотошопе. Вот, например, на центр их вытащить, сверху, снизу. То есть, как вам удобно, вы можете уже компонировать. Вот, мы выделяем нашу кнопку и смещаем ее. Вот так. Но видите, за счет того, что у нас здесь разная иерархия этих шейпов, у нас центр визуально чуть-чуть сместился, поэтому мы смещаем его чуть-чуть сюда. Вот так. И после того, как у нас все готово, еще один очень важный момент – это сохранять проект. Сохраняется проект супер просто в файл.
Save As и указываем место, куда мы сохраняем. Все как в Photoshop или любом другом графическом редакторе. Вот, в принципе, и все, что касается 3D. Я надеюсь, вам понятно. На этом все. Если вы досмотрели до этого момента, то вы большие молодцы. Я прям горжусь вами. Круто. Это лишь малая часть того, что есть в After Effects, но этого уже достаточно для того, чтобы начать анимировать и работать с программой. Поэтому для дальнейшего изучения я рекомендую вам еще раз просматривать это видео. Я специально проставлю тайм-коды, чтобы вы могли быстрее оперировать и находить нужные моменты, которые вам интересны. Если это видео для вас и для тебя лично было полезным, и ты для себя что-то новое узнал, не пожалей лайка, комментария. Мне будет очень приятно узнать, стоит ли вообще продолжать снимать такие видео, насколько мой преподавательский опыт и мой способ преподавания вам подходит. И если все круто, я буду продолжать дальше снимать такие видео и затрагивать уже более сложные темы. Спасибо за просмотр и до скорых встреч!